Здравствуйте! Я рад приветствовать вас в своих видеоуроках по изготовлению дивана Честер. В текущем видеоуроке мы поговорим об инструменте, который нам понадобится для изготовления данного дивана. Сейчас я только пробегусь по списку, что и как делать, как работать с этими инструментами. Мы уже будем разговаривать об этом в процессе изготовления. Так, начнем с самого простого. Это набор маркеров, карандашей различных для того, чтобы делать пометки, что-то отмечать. Рулетка, естественно. Пара ножей, обычных острых ножей, заточенных для того, чтобы резать поролон. Ножницы, опять же, для резки тонкого поролона и ткани. Пассатижи, небольшой молоточек и такой вот приспособление, на нем хотел бы остановиться. Это приспособление называется скобоизвлекатель. Из названия можно понять, для чего он нужен. Данная штука извлекает неправильно забитые скобы. Бывает очень часто, что неправильно забьешь скобу, ее надо вытаскивать. Если брать обыкновенную отвертку, можно повредить ткань и просто ей очень неудобно работать. Если, допустим, вам нужно вытащить там 20 или 30 скоб, вы отверткой замучитесь их вытаскивать. Поэтому для изготовления мягкой мебели эта штука просто необходима. Она стоит 150 рублей, по-моему, в строительном магазине. Ее обязательно приобретите. Еще нам понадобится вот такая вот коронка для сверления отверстий в поролоне. А в данном диване нам понадобится очень много отверстий. Вот. На производстве, конечно, используют специальные приспособления. Это заточенная труба, к ней сделан хвост вот этот вот, чтобы можно было закрепить ее в патроне дрели или шуруповерта. Вот. Поскольку вы не производство, вы начинающие мастера, вам нужно решение как можно проще. Взяли, пошли в магазин, купили такую коронку. Коронка должна быть на 2-3 мм больше, чем диаметр вашей пуговицы. То есть, если вы используете пуговицу 19 мм, коронка должна быть на 21-22 примерно. Так, значит, шуруповерт. Я использую проводной шуруповерт, он без аккумулятора. Я купил самый дешевый в магазине за 1300 рублей. Фирма DeWalt, смоленская. В общем-то, инструменты неплохие и недорогие. Чем он хорош? Он хорош тем, что у него очень большая сила закручивания, то есть можно закрутить саморез куда угодно и его выкрутить любой длины. Также он хорошо подходит для сверления. То есть не надо там и дрель, и все, чтобы, в общем, тут два в одном. Значит, лобзик. Любой абсолютно для того, чтобы пилить фанеру, бруски, и различные другие пиломатериалы. Степлер. На этом хотел бы остановиться немножко подробнее. На производствах используют пневматические степлеры. Они имеют большую силу забивания скобы. Им очень удобно работать и быстро. То есть мы экономим время, нажимаем всего лишь одну маленькую кнопочку и забиваем скобу. Но такой степлер вам покупать будет невыгодно, потому что если вы делаете один диван, предположим, комплект степлер, компрессор воздушный и там все необходимое, там всякие шланги и все прочее, самым дешевым ценам где-то, наверное, будет стоить вам 1010. Как альтернатива электрический степлер. Электрический степлер также имеет вот такой вот носик, как и пневматический. Этим носиком очень удобно подлезать в всякие труднодоступные места, чтобы забить скобу. Электрический степлер также имеет хорошую силу забивания, но их единственная разница – это в скорости работы. Этим степлером быстро не получится. Но для него не нужен компрессор, и стоит он всего лишь в пределах 1500, большой выбор этих степлеров. Единственное, проверяйте его перед покупкой хорошо, чтобы он нормально работал. Если дают гарантию, не потеряйте ее, чтобы, если что с ним случится, его можно было вернуть обратно. Мы купили этот степлер, а он забивает по 3 скобы. Теперь у нас как образец просто.
Есть еще ручной степлер, но, к сожалению, в данном диване я бы не советовал бы вам его использовать, поскольку это очень неудобно. Вот. Значит, для нанесения клея я использую краскопульт. Ну, конечно, для него нужен, опять же, компрессор. Ну, вы можете, в принципе, использовать любые способы, вот, лишь бы нанести клей на поверхность. Там, распылителем, там, или, может быть, просто как-то кисточкой размазать, там, ну, если ничего как бы нет у вас под рукой больше. Вот. А конкретно про краскопульт, это самый обычный пистолет. Я покупал комплект в Метро. Там был вот этот краскопульт, еще манометр для подкачки колес, там и всякая такая вот. То есть для автомобилистов, в общем. Вот. Данный краскопульт для грубой работы. Им можно загрунтовать пороги на «Жигулях» или покрасить ворота вашего гаража. Ну, также он хорошо подходит для нанесения клея. Пресс для пуговиц. Значит, что это такое? С помощью него мы будем обтягивать пуговицы. Как это делать, я покажу вам, когда мы подойдем непосредственно к пуговицам. А сейчас так просто расскажу вкратце. Значит, его придется вам купить, потому что это самый выгодный вариант. Сам пресс стоит 1300 рублей. К нему нужна, как называют ее, матрица или оправа, в которой как бы прессуется пуговица. Пресс стоит, ну, там до 1500, тоже есть выбор. Там есть с пружинами, без пружины, там, ну, различные, в общем, там регулируемая вот эта вот нижняя ножка. Ну, в общем, надо идти в магазин и смотреть, спрашивать, узнавать. Вот. И сама эта оправа для прессования пуговиц стоит там порядка, по-моему, 2000. Ну, до 2000 можно купить в различных интернет-магазинах. Вот. Значит, оправа, она должна соответствовать размеру пуговиц. То есть, если вы будете использовать пуговицу, там, предположим, 19 мм, вам нужна будет оправа, которая делает пуговицы тоже 19 мм. Если больше, то, соответственно, больше. Вот. Конечно, вы можете использовать уже готовые пуговицы, если где-нибудь найдете их. То есть, вам сделать там на диван нужно порядка 140-130 пуговиц. То есть это много, и вручную мы никак их не обошьем. Но если, конечно, у вас очень много времени, вы можете попробовать заниматься этим. Ну, я бы не советовал. Вот. Можно купить стразированные пуговицы. Конечно, ваш диван сразу поменяет вид, но они дорогие. По крайней мере, у нас одна пуговица 19 мм стоит, по-моему, около 40 рублей. Если умножить на их количество и посчитать, сколько это получается, это просто выходит дороже, чем пресс, дороже, чем матрица, это вместе с пуговицами и совсем. Кстати, одна пуговица выходит порядка рубля, там рубль с копейками, по-моему, они стоят, то есть 500 штук, ну почти там 550-600 рублей стоит, то есть вам 500 штук хватит, ну там, грубо говоря, на 3 дивана. Вот. И еще такое приспособление нам понадобится, о нем я расскажу позже. Это линейка для резки поролона. И в завершение хочу сказать вам, что здесь нет какого-то супер дорогого инструмента специфического, ну, кроме, наверное, пресса. И, скорее всего, половина из этого списка есть у вас в арсенале самодельщика. Полный список инструмента будет приложен к курсу, чтобы вы могли его распечатать и пойти с ним в магазин, купить то, чего вам не хватает.